Привет, друзья! Меня зовут Макс, мой никнейм КТ, Королевство 283. Как я обещал, я выпускаю видос сегодня о колесницах, вообще о осадных орудиях. И перед этим прошу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии как можно больше. И если я что-то сказал не так, не судите меня строго, а просто поддержите меня, либо что-то поясните, что я сказал не так. Поехали, сегодня поговорим о осадных орудиях. Значит, осадное орудие, давайте мы разберем изначально, что это за юнит. Это юнит, который поражает пехоту. В прошлом видео мы разобрали о том, что у нас есть казармы, которые атакуют кавалерию. То есть наша пехота атакует кавалерия. Осадное орудие, получается, атакуют пехоту. Я сегодня предлагаю вам также разобрать 4 вида осадных орудий. Это 9, 10, 11 и 12 осадное орудие. Сейчас я покажу изначально, начнем мы с 9 уровня осадных орудий. Для меня данная осада очень интересная, она очень необычная, она имеет очень хорошую защиту, довольно достойное здоровье, но имеет слабую атаку. И также она имеет диапазон 1. Диапазон 1 это ряд войск, то есть по факту она атакует ближние ряды в строю, то бишь пехоту. Давайте разберем навыки и поймем, какой это юнит, защитный либо юнит атаки. Начнем снизу вверх. У нас есть такой навык, как продавливание. Данный навык при атаке есть 33% шанс активации продавливания и нанесения 100% урона по окружающим 5 целям. То бишь в нападении данный юнит продавливает пехоту и по возможности после пехоты наносит 5 ближним войскам урон и за этим двигает свою атаку. Давайте разберем второй навык. Это получаемый урон при нападении и снижение. Для меня немного диковато это, но все-таки разберем. Повышение своей защиты при атаке на 105%. Непонятно, почему он называется получаемый урон при нападении. И тут же также навык описывается как повышение своей защиты при атаке. То есть при атаке данный юнит повышает свою защиту. Его защита является 70. Если мы разберем данный навык, то это 105%. Значит, по сути дела, сработает 105%, это 140% защиты. В принципе, юнит неплохой, здесь он сам себя защищает, и защита отражает от него войска противника и переносится к другим. Соответственно, при этом навыке работает навык продавливания. Навык загрузка повышает загрузку воинов и снижает получаемый пехотой, в том числе паладинами, урон на 5, давайте округлим 5%. Кто такие паладины? Паладины это пехота 13 уровня. Также данный юнит по факту таскает хорошо ресурсы, им удобно очень грабить, но единственное, что они очень медленные. Но он принимает на себя урон пехоты и урон паладинам, то бишь осадное орудие, как я понимаю, возможно, я ошибаюсь, он как будто защищает пехоту. То есть, когда он принимает на себя урон, как мы в предыдущем ролике разобрали, пехота атакует кавалерию, он принимает урон, и в этот момент кавалерия может нанести удар по вашей пехоте. И, соответственно, пехота врага, она не срабатывает, и все, и кавалерия наносит мощный удар. Четвертый навык – это повышает свою защиту на 10% и свое здоровье на 10%. Ранее я вам говорил, что вверху, в правом верхнем углу, вот эти навыки, это идут как базовые навыки данного юнита. Подведу итог данному уровню войск, это уровень 9, универсальный таран. Я считаю, что все-таки это больше защитный юнит, но его стоит использовать в атаке. И опять же повторюсь, всегда, чтобы атаковать каким-то юнитом, нужно иметь хорошие при нем молитвы.
В данном замке молитвы всего 4 уровня, 9 осадных орудий, и в принципе здесь осадных орудий такого уровня нету. Разберем сейчас 10 уровень осадных орудий. У них чуть повыше, ну не чуть, а намного выше атака, такая же защита и немного снижено здоровье. Диапазон у них 10. По факту данный юнит, он может хорошо атаковать, он может хорошо защищаться, но у него слабое здоровье, и он будет больше гибнуть в нападении. Давайте разберем их навыки. Это валун. При каждой атаке есть 51% шанс нанести шанс удара по 3 целям и 44% урона. Друзья, есть разные уроны. Урон при нападении снижения и урон наносимый. Наносимый – это тот урон, который имеет сам юнит. Его очень часто путают, поэтому еще раз повторюсь, этот урон – это не урон при нападении, а именно урон самого юнита. И опять же, всего есть шанс, всего 51%. То есть может сработать, а может и не сработать. Урон при нападении. Увеличивает урон при нападении, повторюсь еще раз, он увеличивает урон при нападении не общий, а именно юнита. Он позволяет продавливать и пробивать защитный уровень строя, что в принципе в дальнейшем позволяет вашим другим юнитам наносить повреждения сопернику. Урон сам собой подразумевает, в принципе, это нанесение именно ущерба противнику, поэтому урон при нападении, в принципе, как молитва, довольно-таки очень важен, как по мне. Третий навык, этот заряд, существенно повышает дальность на 3%, большой урон паладинам. То есть паладины, как я уже говорил, это 13 уровень солдат, и данные осадные орудия именно бьют паладинов. Для меня, честно, я когда готовился к данному ролику, это было немного диковато, я не понимал, но мне было бы интересно поставить паладина с 10 молитвой и попробовать ударить именно осадными 10 орудиями по паладину, посмотреть, что произойдет. Прям очень интересно. Как я это протестирую, обязательно выпущу на эту тему ролик. 4 навык, он увеличивает атаку на 11%, игнорирует вероятность уклонения противника на 28%, но уменьшает скорость атаки. По факту, если данную молитву вместе с уроном при нападении скомбинировать, то у нас понижается немножко атака, но повысится урон. И данный навык, насколько я понимаю, в очередной раз повторюсь, что вероятность уклонения противника у нас имеет, в принципе, почти все юниты. В книге, точнее не в книге, а в чуде цивилизации у нас есть такой навык, как уклонение. И, в принципе, почти каждый юнит имеет это уклонение. Но в большей степени, конечно, у нас есть 10-12 пехота, которая имеет именно базовый навык уклонения, точнее не базовый навык, а навык уклонения. И я так понимаю, что именно после поражения пехоты данная катапульта наносит повреждения кавалерии, то есть не дает ей увернуться. Вот такой 10 юнит, конечно же, я его ни в коем случае не могу сказать, что он защитный, он исключительно нападающий юнит, им можно довольно достигать хороших целей. Пойдемте дальше, посмотрим 11 уровень осадных орудий. Это бесстрашная артиллерия. Здесь она имеет самый высокий базовый показатель атака, защита и, конечно же, здоровье немного хромает. Давайте разберем тут также эти навыки. Здесь наносит огромный урон 4 врагам при каждой атаке и увеличивает дополнительный урон. То, что 4 врага, это понятно, а какой дополнительный урон она увеличивает, никто не понимает, и никто этого не знает, потому что, это... Я даже не знаю, как это назвать, это просто абстракция, наверное, какая-то, или хрен его знает, просто вот что-то есть, а по факту этого нет.
Второй навык — это продвинутый урон при нападении, увеличивает атакующую атаку на 19% и немного увеличивает защитную атаку. То есть данный юнит, он позволяет себя и защищать, и атаковать. И насколько я опять же понимаю, что когда данный юнит имеет дополнительную атаку и защиту, он менее умирает, менее ему наносит повреждения, и он позволяет также своим дальним рядам, это лучникам, кавалерии, нанести этот удар по сопернику. И четвертый навык — это увеличивает атаку на 6% и шанс игнорирования уклонения противника на 1%, наполовину скорости атаки. Данный навык очень хорош, потому что когда мы его прокачаем, давайте я чисто ради интереса покажу. То есть вот на данный момент я прокачал до 7 уровня, и уже 4,5% он не позволяет уклоняться противнику. Соответственно, этот навык нужно качать в первую очередь, и если осадные орудия использовать в сборе, то, конечно, они нанесут просто колоссальный урон как пехоте, так и кавалерии. Если выбрать из юнитов осады, конечно, 11 для меня, мне они больше импонируют. Вот. Поехали дальше, разберем 12-й юнит и подведем небольшой итог. 12-й юнит — это крылья Феникса. Они имеют интересные такие навыки, как, давайте начнем атаку. Средняя атака у них 78, защита самая высокая, плюс-минус здоровье у них самое высокое, 40. Я больше крылья Феникса все-таки отнесу, наверное, 50 на 50, то есть и защитный, и атакующий юнит. Я, честно, никогда им не пользовался, в моем замке его нет, я не открывал, потому что я прокачивал 11 катапульты и качал на них 11 молитвы, в принципе. Ой, молитвы на 11 катапульт. Давайте начнем с нижнего. Неистовое дробление. При атаке есть 57% шанс нанести 62% урон 5 целям из войска ближнего боя, простите. Это значит, что если в замке находится пехота, например, там 5-10 позиций, это, например, 1, 2, там 3, 4, 5, 6, короче, до 13 пехоты, у него есть реально там огромный шанс нанести по 5 целям ближнего боя шанс атаки. То есть этот атакующий юнит, он будет бить именно по пехоте всех уровней войск. И он, соответственно, будет дробить именно пехоту. Следующее — продвинутое снижение принимаемого урона. Здесь я немного не разобрался. Увеличивает снижение принимаемого урона при нападении на 7,5% и увеличивает снижение принимаемого урона при защите на 7,2%, то есть 50 на 50. Он принимает урон, и он принимает урон при нападении, то есть он берет урон на себя, как бы защищая, опять же говорю, своих друзей, хотел сказать, те юниты, которые идут за ним и либо впереди него. Навык продвинутая загрузка, также супер высокая загрузка, и увеличивает шанс на уклонение от критического удара на 4,5%. Также увеличивает удар на 30%, снижение урона для пехоты, включая паладинов, на 4,5%. По факту он помогает паладинам и съедает паладинов. На самом деле очень интересная прокачка, и я никогда не обращал на нее внимания и не знал, что это такое есть, но, наверное, по уровню прокачки я бы отнес его к 3-му формату. То есть к прокачке номер 3. Продвинутая броня повышает свою защиту на 24% и повышает свое здоровье на 22%. Друзья, еще раз повторюсь, все проценты я называю от того, что у меня прокачано, точнее не у меня, а у моего Карифана прокачано. Прокачивать можно выше. Я думаю, что процентов до 50. То есть здесь обычно защита и здоровье прокачивается, и, соответственно, на основании защиты и здоровья сработает хорошо атака. А если у вас еще есть дополнительные какие-нибудь кольца на урон при нападении, ваши крылья Феникса
я думаю, достигнут хорошего результата в бою. Вот такой вот юнит осадные, такие вот юниты осадные орудия. Из 4, так сказать, уровней я бы все-таки, наверное, бы отдал предпочтение 11 осадным орудиям. Мне они больше импонируют. Здесь есть изначально, вот он называется на вылет, я о нем уже говорил, увеличивает урон, наносимый пехоте. И если этот навык прокачать, то когда в вашем замке повреждается пехота, например, вас атакуют, да, и пробивают пехота, вашу пехоту пробивают, то, соответственно, в дальнейшем ваши войска ничего ему не смогут сделать без хорошей защиты. А именно без пикинеров, без, как их называют, там, паладинов и всех остальных уровней пехоты, в принципе. Поэтому все-таки я отдам, наверное, предпочтение 11 осадным и 12, но меня очень интересует все-таки 9 осадное орудие, насколько я наслышан о них сейчас. Некоторые донаты, которые играют именно осадными орудиями, они часто ее используют в замену как пехота. Но на самом деле я как бы не советую этого делать, использовать. Почему? Потому что, дабы начинать играть осадными орудиями, их хотя бы нужно прокачать. Также дам небольшой совет по поводу навыков лорда. Если вы захотите играть на осадных орудиях, никогда не забывайте снимать, например, со здоровья лучников, да, свои какие-то очки и переставлять их на здоровье осадных орудий. Это очень важно. Почему? Потому что здесь идет урон, увеличение урона, наносимого осадными орудиями. Чем выше ваш урон осадных орудий, тем больше они повредят пехоты врага. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, я как-то более-менее вам это объяснил, рассказал, и вы уж не будьте сердиты, поставьте свой лайк и напишите свой комментарий. С вами был Макс Кот и Королевство 283. Пока-пока.